хочу поделиться с вами рецептом великолепного кулича на александрийском тесте. Это реально золотой кулич. Он очень вкусный, тесто влажное и ароматное. Я всем рекомендую приготовить такие чудесные куличи. Это и просто, и быстро, и очень вкусно, и красиво. Для приготовления александрийского теста понадобится топленое молоко. Его можно приготовить дома или купить. Готовлю опару. Обычно я ее делаю вечером, а уже на следующий день замешиваю основное тесто. В теплое топленое молоко добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. И оставляю постоять на 5-7 минут. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, перемешиваю венчиком. Добавляю желтки, перемешиваю и по одному добавляю яйца. Каждый раз хорошо перемешиваю. В полученную массу вливаю подошедшие дрожжи. Получается не густая опара, муку в нее добавлять не надо. Закрываю миску пленкой и оставляю опару при комнатной температуре на 10-12 часов. Также вечером я подготавливаю изюм. Заливаю его свежевыжатым апельсиновым соком. Опара за ночь хорошо перебродила. Она поднялась и осела. Благодаря этому у теста будет великолепный вкус. Опару слегка перемешиваю. Ароматизирую сахар цедрой апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю сахар с цедрой и оставляю на 5 минут. Теперь всыпаю его в опару, добавляю мед и экстракт ванили. Просеиваю муку. Ее буду добавлять постепенно, исходя из консистенции. Добавляю соль и куркуму. Она придаст красивый солнечный цвет тесту. Перемешиваю все сначала лопаткой. Постепенно всыпаю муку. Добавляю все 700 граммов. Тесто получается довольно вязкое. И теперь перемешиваю все миксером примерно 10-12 минут. Надо, чтобы тесто собралось в один ком и стало отлипать от стенок миски. При вымешивании развивается клейковина муки, и тесто будет более нежное и волокнистое. Изюм я выложила в сито и перемешаю его с 1 ложкой муки. Добавляю его в тесто, всыпаю цукаты, перемешиваю. Большую кастрюлю смазываю растительным маслом без запаха, перекладываю в нее тесто. Закрываю пленкой и оставляю подходить в теплом месте на 1,5-2 часа. Может понадобиться и больше времени. Тесто великолепно подошло, увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Стол смазываю маслом и выкладываю на него тесто. Слегка обминаю. Оно просто невероятное, такое нежное, прямо живое. Я буду выпекать 3 больших кулича в формах диаметром 14 см и высотой 8,5 и 1 небольшой кулич диаметр формы 9 см и высота 8,5. Делю тесто. У меня 3 части по 550 граммов и 1 250. Тесто аккуратно округляю и перекладываю в формы. Накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке в теплом месте примерно на 1 час. Затем снимаю пленку и оставляю еще на 1 час. Мне надо, чтобы сверху тесто немного как бы подсохло. Тогда у куличей получится такая красивая ровная шапочка. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно заняло всю форму. И теперь я отправляю все выпекаться в разогретую до 160-170 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Куличи испеклись. Проверяю их готовность. Они получились очень красивые и ароматные. Маленький кулич я достала из духовки чуть раньше. Оставляю куличи остывать. И теперь украшаю их по своему вкусу. Я использую белковую заварную глазурь. Ссылки на разные рецепты глазури я оставлю под видео в описании. И украшаю сверху разноцветными посыпками. В этих куличах потрясающее тесто. Оно влажное, сдобное и ароматное. В нем много цукатов и изюма. Это очень вкусно и красиво.